Всем привет! Начинаем кино для взрослых. Я не буду рассказывать какую-то предысторию, говоря про гормоны, про стероиды, про тестостерон. Что-то там вообще с яслей начинают раскручивать. Но я этого не буду. Значит, лекция для более-менее подготовленных. Называется, понятно, как следует из названия, экзогенный тестостерон, полный расклад. В общем, кто поймет, тот поймет, кто не поймет, тот не поймет. Я буду писать, сразу комментировать. Откуда мы начнем? Наверное, отсюда. Ну, поехали. Значит, циферка 1. Лютеинизирующий гормон, фолликулостимулирующий гормон. Дальше. Глобулин, связывающий половые гормоны. Далее. Пролактин. Пролактин. Далее. Прогестерон. Далее. Что-то уже и неудобно. Так. Ладно, в общем. Не то. Общий. Я пишу так общий. Общий. Низко уже неудобно писать. Тестостерон. Текто какой-то. Тестостерон. Ой, и самый внизу, значит, что у нас? Эстрадиол. Но здесь, короче, каллиграфия вообще не важна, важны принципы будут. Закономерности буду вам рассказывать, чего, куда, откуда, зачем при применении экзогенного тестостерона сертифицированного. Значит, у меня есть образовательное учреждение «Черный капюшон», и там в течение полгода по выкладкам анализов, наблюдениям и тому подобное на сертифицированном тестостероне, состоит он из 4 эфиров, то есть это всем известный Сустанон 250, у нас продается в российских аптеках под маркой Амнадрен 250. Еще раз говорю, не претендую на какую-то здесь красоту, главный смысл. Смысл рассказать вам закономерности. Даже не то, чтобы вы их поняли, так сказать, поймет тот, кто поймет, по крайней мере, вам их рассказать. Далее. Еще я говорю именно сертифицированный. На черном рынке невозможно проводить толковую, даже любительскую научно-популярную работу. Но потому что вот в этом, во флакончике, вот что угодно может быть налито, в какой угодно концентрации, может там другой эфир и так далее. Неважно. Мы используем легальный продукт, купленный в аптеке. Вот. И вот этот вот как раз продукт, он способен быть единственным вообще стероидом вот, в курсе тестостерона. Все. От тестостерона, в принципе, больше, даже, в принципе, и ничего и не нужно. Уж тем более просто для человека, который повышает свой уровень жизни. Это вот за глаза. То есть привяжем сюда еще гормон роста, тоже аптечный. И все будет отлично. Ничего больше не нужно из гормонов. Из половых. С половых анаболических. Короче, ладно, про гормон роста это потом. По амнадрену. Давайте посмотрим в первую очередь, с чего бы мы начнем. Общий тестостерон, да? В референсе примерно 8-30 наномоль на литр
Я не буду писать, мне лень, просто запоминайте. Ну, и кто знает, это уже знает. Короче, ну, максимум 30 наномоль на литр, да? На пике вообще, который может быть. Ну, там, ярко выраженный тестостероновых юношей встречается там чуть-чуть побольше, там, может 40, может даже 45. А если вы копите гормон, допустим, вы, грубо говоря, сексом или мастурбацией не занимаетесь, да, длительное время, то вот уровень тестостерона растет, поскольку с оргазмом, с эякулятом пошло дело какое-то, по натуральным значениям пошли уже закономерности, да, падает уровень тестостерона за счет чего? А вот за счет того, что растет пролактин. То есть это даже при натуральном значении. То есть при оргазме идет выброс мощный пролактина. Именно после этого, после того, как мы, так сказать, кончим, у нас что будет? Какое-то время хотеться не будет, там 15-30 минут, у кого-то больше, там, ну и так далее. Вот, вообще никак. И эрекция пропадает. Это пролактин. После этого, то есть он лавинообразно начинает повышаться. После этого он начинает как бы снова приходить в норму, и все в порядке. И тестостерон тоже, если мерить, он снизится, ну, хотя бы до обычных значений. Так. То есть, ну, грубо говоря, мы здесь копим энергию, ее выбрасываем. У нас идет лавинный пролактин. Какое-то время повышение потом падает вниз, и тестостерон примерно на нормальном уровне. Такая разрядка происходит. Пролактин – чисто женский гормон, так называемый гормон желтого женского тела. Отвечает он вообще у нас, если по мозгу, как за наше поведение, за что? За функции деторождения, что у мужчин, что у женщин. То есть у кого высокий вот этот гормон, те люди семейные, такие прям покладистые и так далее. Ну, обычно он все как бы у мужчин в среднем или верхнем референсе он находится. Потому что ни разу не видел, чтобы он был большой. Также этот гормон отвечает за прямой, короче, чем его больше, тем больше вы в физическом выражении и как бы в ментальном женщина. Тем меньше, тем больше мужчина. Высокий пролактин, что нам даст? Даже чуть-чуть выше референсного значения или прямо вот на пике его, дает нам гинекомастию, то есть это рост женской груди. То есть груди по женскому типу. То есть вот эти всякие неприятные вещи. Причем даже натурально. Есть такая подростковая гинекомастия, когда начинается половое созревание, гормональная буря так называемая. Он может быть высокий. И именно из-за этого, соответственно, подростковая гина есть, натуральная. То есть гинекомастия – это только пролактин, больше ничего. Значит, далее. По этому пролактину интересному. Ну, давайте вот еще пока про натуральное говорим. Про эстрадиол скажу. Значит, эстрадиол, значит, референс эстрадиола натуральный. Я не помню, какие значения. Короче, где у тестостерона те значения, где у него 30-ка, да, верхняя. То, что разные вообще как бы обозначения есть, но соотношения те же самые. У эстрадиола 160. Ну, во сколько раз больше? Во много раз больше. То есть 30, грубо говоря, тестостерон, 160 эстрадиол. Ну, примерно так. Это надо понять этот уровень соотношений, когда мы будем говорить про введение экзогенного тестостерона. Потому что вот здесь, вот это я уже напишу, зависимость какая прямо пропорциональная. Поскольку в мужском теле эстрадиол сам по себе не вырабатывается, ну никак вообще, это чисто производная тестостерона. Тестостерона мало эстрадиола, тестостерона много эстрадиола. И как раз вот в этой пропорции, если здесь 30, здесь 160, ну примерно. Далее. То есть здесь зависимость, какая у нас, прям пропорциональная, вот, наверное, вот такими стрелочками. Укажу, да? Ну, как бы это, если я ничего не путаю, вот так вот обозначается прям пропорциональность, прямая пропорциональность. То есть сначала, допустим, пошел рост тестостерона, пошел рост эстрадиола. Окей.
Тестостерон пошел вниз, эстрадиол пошел вниз сразу же, моментально, без какого-то там лага и так далее. Так, про пролактин рассказал, что делает. Еще, для тех, кто, вот я забегаю же на экзогенный тестостерон, пролактин, что, короче, низкий пролактин, это большие тестикулы, большие яйца, грубо говоря, железобетонные. И в прямом, в переносном смысле. Просто потому, что мало как бы женского, вот откровенно женского гормона, очень если мало, то у вас, в принципе, поведение, вот, ну, и ваши мысли, они чисто мужские. А вы как бы явно сразу же антисемейный человек. Хотите разрушить семью 100%, снизьте мужчине пролактин прямо в ноль. Он уйдет оттуда, он не будет там жену слушать никогда ничего. Он будет, зачем я сюда пришел, как я здесь оказался? Валить вообще в первую очередь. Вот. Это вот здесь. Кстати, главное, низкий пролактин, высокая либидо. Он смотрит на всех самок. То есть и как бы ему вообще пофиг на одну. Вот такое дело. Эстрадиол. Вот это еще физически что меняет? Отложение жира по женскому типу, задержка жидкости. То есть вот это вот прям вот. Короче, идет, этот толстенький паренек, ему там лет 20, может быть, лет 15, может быть, там 25-30 лет, там неважно. Он говорит, пришел он, в фитнес-центр, а ему тренер что должен сказать? Толстенький паренек, иди вот, сдай на пролактин, у тебя он высокий. Потому что вот эти все эти потуги наши с диетой, с правильными анаэробными, комбинирование аэробных нагрузок, да, с режимом, ничего тебе не дадут, пока у тебя будет высокая штука. А если у него низкий общий тестостерон, еще свой собственный, ну, он думает, фу, какой тренер плохой. Или нет, я не фитнес, я ленивый, я там... А там человек, который рядышком, который ест там плюшки, еще чего-то, он пришел в одной категории с ним. Он, на нем быстро нагрузки работают, он прям худеет, говорит, ну ты, наверное, что-то там не то ешь. Вот. А вот этот, который высокий пролактин, диете может еще и лучше. То есть я прям даже натуралам советую, вот то экзоген тестостерон не использует. Хоть ходишь в аптеку, говоришь, тетенька, мне, пожалуйста, кабергалин. Она такая, вообще не вопрос. Его бывают там различные виды, ну там по цене. Там Достинекс там дорогой, там какой-нибудь Бергалака, Галатес вроде называется, да, подешевле. Здесь самое дешевое, здесь все одинаковое. А одна таблеточка раз в неделю от 400, вот вверх, ну где пример, 407 верхнее значение пролактина, до полтинника и ниже вам будет его ронять. И вес у вас снизится, ну просто колоссально, даже почти вообще без нагрузок, без диеты. Вы начнете по дому ходить, комнате руками махать, и резко пойдет жиросжигание. Это важный момент. Далее. И вообще в целом, при, вот, опять же, в черном капюшоне, при изучении, так сказать, натуралов, кто еще не использовал тестостерон экзогенный, такая фишка. Пролактин снижается на протяжении, он начинает есть кабергалин, пролактин падает где-то в полтинник или в тридцатку, ну, вообще вниз, очень. И что происходит? Тестостерон, у него был, грубо говоря, 8, стал 16, сам по себе. Он говорит, вот меня переть начало, вот это жизнь, я жизни не знал, сказка вообще. То есть он прям, просто преобразился. В нем жизнь уже поменялась, просто потому, что он снизил тупо пролактин. То есть он даже не поднимал, он не употреблял тестостерон, он не тренировался, он вообще. То есть тупо вот похудел, тупо снизил пролактин. Потому что ему грамотный эндокринолог сказал, батенька, вот, у вас вот в этом проблема. Так, эстрадиол. Эстрадиол дает нам амплитуду настроения, чисто амплитуду. То есть вы проявляете, особенно это заметно людей, которые вот на тестостеронном курсе, какую-то слезливость, дополнительную эмоцию. То есть вас распирает гордость от побед кого-то там, своего спортсмена. Либо вы болеете за сборную, либо за своих, либо за какое-то сильное событие. Прям так, такая мужская слеза, да, такое прям от сильных вещей. Либо наоборот, вы по каким-то вещам, что-то вам,
куда в депрессию легко впадаете, амплитуда настроения по женскому типу. То есть колбасит по полной программе. Колбасить может по полной программе. Грубо говоря, не так давно мне написал профессиональный боец ММА. Он тренируется в Таиланде, в клубе «Тайгер». То есть он давно уже тренируется, по-моему, 26 или 27 ему лет. Он говорит: Саня, что за фигня? Он ничего не употреблял до этого, какие-то анализы. Он говорит: вот я Фишка в том, что, говорит, плакать над «Титаником» мне, такой здоровый, бородатый, такой прям мужик, короче, боец. Плакать над «Титаником» мне такое как-то странно, короче, мне это уже надоело. Говорю: в чем дело? А у него пролактин, короче, высокий эстрадиол. Почему? Вроде эстрадиол на натуральном уровне, тестостерон не должен быть высокий, а у него сверхвысокий собственный тестостерон. У него в среднем где-то 35-40, а если он еще воздерживается, то там вообще 60. Да? Пожалуйста, эстрадиол там прямо там 200, короче, ну вот. Причем вот соотношение очень важно, потому что может быть там тестостерон, там, говорят, 500, да, и эстрадиол там 1000. Это совсем другая разница, все в 2 раза разница. А здесь вот, грубо говоря, да, ну, 40 даже и 160, это разница сколько? В 4 раза, да, это колоссально. То есть на разницу надо смотреть. Что делать? А поскольку как бы в гормоны ему пока, ну, в ММА, короче, тестостерон — это быстрая энергия. Грубо говоря, он тебе дает быструю мощность. И, ну, короче, если ты в короткое время просто не выиграешь бой, тебя просто как бы на дыхалке умнут, все, ты как бы перегоришь. Поэтому тестостерон давать как бы опасно. Он, что он сделал? То есть я вам говорю, вот снижаю вот тебе кабергалином, и анастрозол, короче, снижается. То есть кабергалин таблетка в неделю, и анастрозол таблетка каждый день. Ну, по полтаблетки сначала. Посмотрим. Будет, наверное, достаточно. Посмотрим, как у него будет. То есть он дальше выкладку, то есть по профессиональным бойцам посмотрим, какую выкладку он мне даст. Что у меня, по крайней мере, вот это нормализовалось. У него какое-то настроение, потому что это все как бы и на всей жизни влияет в плохую сторону. Эмоциональность излишняя мужчине ни к чему. Не амплитуд настроений, и все, и туда-сюда, 5-10. Не очень это здорово. Его подсушит еще даже побольше. Он так как бы не особо жирный, но подсушит из-за низкого пролактина. Так, прогестерон. Короче говоря, есть препараты, обладающие так называемой прогестогенной активностью. Это нандролон, это тренболон, оксиметалон, да. Говорит, прогестогенная вроде бы, прогестиновая гина, все понятно. Но, как мы знаем, оно носит пролактиновый характер. Короче, в итоге эти гормоны очень связаны, очень родственные. Прогестерон от некоторых препаратов, я, например, видел, я не знаю, там человек употреблял примобалан, но я не знаю, там реально он был, у него что-то замешали. В первый раз я вижу, что везде, чтобы по тестостерону точно всегда прогестерон в норме. То есть в каких-то даже средних значениях нам на него вообще пофигу. А у того был, ну, может, ему подмешали нандролон, допустим, в примобалан, либо там быстрый эфир нандролона, фенилпропионат какой-нибудь, да. Ну, какие еще догадки могут быть? У него пролактин вроде в норме, я не помню, он ел кабергалин или нет, который пролактин-то опускает, а прогестерон завышен в 2 раза. Что делать с этим, я не знаю. Поскольку надо именно употреблять те препараты, короче, ну, которые вы знаете, как будут работать, сертифицированными, чтобы там то, что на нем написано, то там, кстати, есть. Ну, опосредованно, как бы, он как бы включатель. Вот прогестерон, что я как бы читал, что мне удалось узнать, мало как бы информации по нему. Короче, он опосредованно влияет на рост пролактина. Ну, вот его. То есть он может сам даже как-то не расти. Вот где прогестогенная именно активность, он может сам не расти у препаратов, а они повышают пролактин. Но поскольку мы можем даже на курсе снижать его кабергалином, то нам плевать, в принципе, на любую прогестогенную активность. Далее. С этим понятно. Гормон, связывающий, глобулин, связывающий половые гормоны. Что это такое? Тут не всем это понятно. Представляете, короче, стоит толпа телок. Короче, они есть там, ну, красивые, средние и вообще никакие. Вообще никакие, просто никакие, короче. Их даже вообще в них сторону даже никто не посмотрит. Вот толпа телок, вот я здесь опишу. Короче, вот они стоят, короче, кучкуются, какую-то херню обсуждают, короче.
телки. Вот. Поскольку тестостерон, андрогенчики, это мужики, короче. Вот телок вот в нашем организме при интеллектуальном уровне их дофига. И поэтому все мужики, не знаю, там, квадратом обозначу, вот здесь мужики, короче. И как говорится, в основном тестостерон находится в нашем организме в связанном состоянии, связанным вот этим глобулином, связывающие половые гормоны. То есть, короче, телок очень много, мужиков мало. Естественно, всех почти окольцевали, там, эти семьи, короче, там, всякие там тети Денисьи Прокофьевны какие-нибудь там, у них там тещи, жена, там, ну, все, ну, короче, обычная счастливая семейная жизнь, да. Все окольцевые, там, и примерно 97% мужиков, короче, окольцованные. То есть вот при натуральном уровне он где-то 97% составляет. Вот весь тестостерон почти связанный. Есть еще понятие свободный тестостерон. Но поскольку у нас есть еще ГСПГ, то нам свободный тестостерон не нужен, я сейчас объясню почему. Так вот, это потому что, почему? Потому что мужиков мало относительно вот этих телок, глобулин, связывающие половые гормоны. Следующий момент. А что такое тестостерон, когда мы вводим? То есть мы переходим уже сюда. Это когда вот мужиков становится, ну, я не знаю, там, в 4 раза больше. Ну, грубо говоря, одна ампула. А в Надриан 250, то, что написано просто в инструкции, выдает результат 70 наномоль на литр. Но это при среднем, если учиться, наверное, где-то 15, да? Потому что у кого-то с одной ампулы выдавало и 70, и 80, а у кого-то 120 плюс. Это у кого там высокий собственный тестостерон был. Такие, короче, что происходит? То есть у нас тестостерон заходит в мышечное депо. Следующий момент. Ну, то есть вот это как бы вот такая дверь открывается, и мужики входят такие, о, там, что там, куда там, все такое. Значит, такие заходят, и правда, мозг много заходит. А там телки начинают в них страшно кидаться, да? Ну, конечно, они как бы разобрали почти всех мужиков, окольцевали, но телок, этих глобулинов, на всех андрогенов не хватает. Вот так, да? А на анализах ГСПГ показывают нам только, короче, грубо говоря, этих одиноких телок, которые там с кошками живут, ну, короче, без мужика. То есть, где пара глобулин-андроген, нам вот в это уже не считается. Вот, только вот это свободные телки, короче. И просто что? И нам показывает, что вот этого глобулина в крови стало очень мало. Просто потому, что зашло много мужиков. И вот этих телок, прям их поуменьшилось, вот прям вообще. Одной инъекции сразу падает вниз. Что главное, в чем смысл вот этого ГСПГ? Тестостерон становится активным, то есть он рабочим, грубо говоря, он в свою силу полную начинает работать. Потому что если мы снизим ГСПГ, ничего происходить не будет, ни анаболических процессов нормальных там и так далее. А вот при натуральном уровне, какими-то тестобустерами там, или гонадотропином мы будем вот поднимать ЛГ, ФСГ, там, чтобы собственный тестостерон поднять, ничего. Вот это снижается только стероидами, грубо говоря, любым. То есть который поднимает тестостерон, вот этот. Это здесь уже зависимость, если обозначить, да, вот так вот, от ГСПГ и общий тестостерон, какая правильно, обратно пропорциональная. То есть пошел тестостерон вверх, вот этот тестостерон, ГСПГ сразу же вниз. Сразу же, очень быстро. Он прям в нули там, он пойдет, и все отлично. Это, говорю, это нормально, то есть это не хорошо, то есть это неплохо. Но нет, это хорошо, наверное, для мужчин, для организма. Он чувствует себя более мужчиной. Так, здесь разобрались. Прежде чем совсем уж к экзогенному тесту перейдем, давайте ЛГ и ФСГ. Что это такое вообще? Говорит, Саня, что-то нам такое здесь нарисовал. Два главных гонадотропных гормона гипофиза. Первый из них, лютеинизирующий, отвечает главным образом за количество чего? Собственного тестостерона. Фолликулостимулирующий гормон отвечает за что? Правильно, за спермограмму. То есть, когда у нас высокий ФСГ, ну, как в стандартных значениях,
количество сперматозоидов в сперме, ну, в референсе, как только он начинает падать, сразу же количество сперматозоидов уменьшается. Количество эякулят такое же может остаться. Количество сперматозоидов сразу вниз. И я сейчас прямо наглядно объясню, как это происходит. Вот так вот. То есть вы пока это просто запомните. Это вот за количество теста, это за возможность зачать. Короче говоря, за мужскую фертильность это отвечает. За мужскую фертильность по количеству сперматозоидов. Все. Наконец-то, говорит, Саня, все, заколебал. Вот у меня тестостерон, пачка, все, я купил, как надо, в аптеке. Вот у меня ампула, вот у меня, короче, этот шприц. Что будет происходить со мной? Ну, во-первых, он говорит, сейчас я, короче, вколю. Вкалывай. Внутримышечно, да, как там написано. Пошло дело. Поставил. Что начинает происходить тут же? В течение 12-24 часов тестостерон, ну, поднимается. Ну, в инструкции написано 70 наномоль на литр, но будет больше. Оно прибавляется. Зависит от собственного теста. Короче, если начальное значение там 45, то, конечно, он там может 120 плюс показать. Если начальное значение 8 или 10, ну 70, то есть 70 это к среднему значению мужскому, ну, грубо говоря, 10-12 мы возьмем тестостерон. 70 наномоль на литр это пик вот этого. Уже вот, даже через 20, наверное, часов уже пик, даже раньше чуть-чуть. Какое-то время продолжается. Далее. Эффективная дозировка амнодрена. То есть вот просто как бы вам думать не надо вообще ничего, за вас уже все подумали, как нужно делать. То есть его тестостерон либо делать надо вообще не делать, либо делать столько, сколько как надо. Делаем следующее. Ампула через день. То есть и реже, то есть и чаще, то есть и реже нельзя, там не через 2 дня ампула. И меньше ампул вы не поставите. Ампула через день это минимум. Что происходит через 2 недели? Вот любителям коротких курсов, которые я там 4, 6, 8 недель покурщу, потом якобы что-то там я буду восстанавливать, какую-то свою гормоналку. Сейчас я объясню, о чем вы говорите, что вы там хотите восстанавливать. 8 недель тестостерона. Что произойдет? ЛГ и ФСГ упадут почти в 0. То есть уже через 8 недель, да, что я говорю, через 2 недели эти показатели падают вдвое. Через 3, ну, короче, через 4 они будут уже нулевые. Все. Сперматозоидов раз в 10-20 раз меньше. Да? То есть вы, в принципе, это почти лучшее противозачаточное, лучше презерватива. Вот на всякий случай. Пошли к телке. Она у меня хитрый план, короче, чтобы она от вас залетела. Она такая, видишь, анализ. А вот у меня вот ФСГ-то я сегодня сдал. Смотри-ка, родная. Нолик. Можешь сейчас спермограмму принести, где там, или если анализ крови на фертильность, там тоже показывает. Фертильность 0%. Ну вообще никак. То есть нет, ты не сможешь зачать. Или там еще спермограмму анализ еще принес, отдельно еще бумажку. Ну, она просто, как бы, если она сексом с вами после этого согласится заниматься, это другой вопрос. Но ты, конечно, это можешь сделать. То есть вы говорите, вот, в спермограмме у меня там, как бы, сперма есть, сперматозоидов нет. Не то, чтобы там они становятся какие-то плохие сперматозоиды, нет, их тупо меньше, короче. Вот. Потому что и так ты, вероятно, зачать так себе бывает, ну, это еще надо постараться, а тут их вообще в 20 раз меньше вероятность, представляете, да? Вот. Такое дело. ФСГ. Сразу всплывает вопрос. Саня, я же буду этим бесплодным, что делать? Я хочу детей там в будущем. Я говорю, ну слушай, ты просто неграмотный дебил. Вот о чем я могу сказать. Если слезая, то есть, во-первых, скажу, точки невозврата нет, все равно оно восстановится. Ну, грубо говоря, если вы сидите 8 недель, до нормы это будет восстанавливаться там, ну, те же 2 месяца, допустим, да, ну, 3, может. Если вы сидите, допустим, 5 лет, вам потребуется, ну, 7-8 месяцев, вот чтобы это само восстановилось, если вы этому не будете мешать, да, но оно восстановится само.
И говорит, да ну нафиг столько ждать, короче. Зачем, что делать? Как, ну такой отстой. Вот. Но наука, она, как известно, на месте не сидит и уже тоже за вас все давно придумала. Есть такой препарат, называется гонадотропин хорионический, ХГЧ. Что же он делает? Делает он очень просто. При его короче, это экзогенный внешний, прямо ЛГ-ФСГ. То есть он прямо внедряет нам вот эти гормоны два, вот эти гипофиза. Да? Чем повышает тестостерон общий и количество спермы ФСГ. Количество сперматозоидов. Вы сидите на курсе, все нормально. И говорит, надо делать ребенка. Ну, я думаю, тут уже даже 1000 единиц в неделю будет достаточно, если за 4-5 недель именно ФСГ поднять до нужного уровня. Ну, это уж смотрите по анализам по ФСГ. Мы до референса подняли, думают, о, нормально. ФСГ подняли до референса. Ну, вы можете уже пробовать, да, зачать. Пошли на всякий случай спермограмму еще сдали. Вам показалось, сперматозоид там, ну, как бы, это же сначала растет ФСГ, потом за ним сразу догоняются, ну, это прямая зависимость, прямо пропорциональная, количество сперматозоидов. Ну вот. Ага, в общем, выросло все. Ваша женщина забеременела, убираете ХГЧ. Да, и, кстати, вот еще такой момент, когда вы ставите тестостерон одновременно с ХГЧ, они друг друга подавляют. То есть тестостерон-то подавляет ФЛГ, ФСГ, а вы пытаетесь его вытащить. Ну, имеет смысл вот на этот короткий промежуток времени отказаться от тестостерона, чтобы 2-3 недель хватило вам для поднятия ЛГ, ФСГ, чтобы ребенка сделали. Либидо, по всему остальному вы не почувствуете, поскольку у вас тестов, все остальное будет стоять и все вылетать со страшной силой. Ну, вот, все будет нормально. Да и от нагрузок немножко отдохнете. Все. Чтобы сделать ребенка прямо на курсе, мы делаем ХГЧ. И вообще не паримся. Сделал ребенка, закончил ХГЧ. Для особо отличившихся диплоидов, которые любят якобы каким-то образом поддерживать свои тестикулы на курсе, типа ХГЧ там раз в месяц они поставят или там раз в 2 недели. Что происходит? То есть, понимаете, организм стабильно их держит низкий. Организм себя хорошо чувствует либо на полностью эндогенных гормонах, либо полностью экзогенных. Вот ему хорошо, он сидит такой лампово существует, все у него прекрасно. В нулях вот здесь. И тут ему бог там иногда. Короче, вы сидите, и вам такой чувак подходит и раз в неделю по башке дубины дает. Бум! Это ваш организм. То есть вы организм, короче, и вам по башке дают дубины и уходит. Да что такое? Опять сидит, и опять через 2 недели. Да что тут будешь делать? То есть он его временно повысит, ну совсем чуть-чуть ЛГ, ФСГ, а тестостерон его вниз опять утянет. Вот такие прыжки, это ни хера не полезно для организма. И ХГЧ на всякий случай управляет прямо гипофизом. То есть то, что в принципе вырабатывает эти гормоны. Понимаете, тестостерон и спермограмма – это производные ЛГ и ФСГ. И если по принципу обратной связи тестостерон, так сказать, свой собственный, если его становится меньше, от чего? Ну, просто, как бы, это будет видно, если, допустим, вы короткий эфир колите пропик, да? Вот у вас эфир закончился, и там свой собственный тест должен быть, а его мало. Ну, короче, собственный тест, что такое? Это из тестикул раз в 10-15 минут секрется теста в кровь. Суспензия, бам, отработала, и пошло слово, короче, и снова выброс. Он также происходит на экзогормонах, но только там его раз в 10 меньше, грубо говоря. Тут что-то такое же, количество меньше. Это будет сразу видно. Если производная вот этих двух гормонов, вот этого гормона, по крайней мере, по обратной связи, то есть мы вводим вот и внешне это вот это, а это производная вот этого. Если оно уменьшается так резко, что будет вообще с нами, с нашим гипофизом, вот с этими двумя гормонами, с их восстановлением, если мы вводим прямо непосредственно вот эти ЛГ и ФСГ, прямо вот непосредственно, ну что будет? Ни хера хорошего не будет. Вы с гипофизом можете доиграться таким образом с этим ХГЧ, что у вас, просто никогда само ничего не восстановится. Вот вообще. Вы не сможете даже вот слезть на курс и полностью восстановиться, говорю, там полгода и так далее. Такое может быть, это не отрицаю. Это уже к гипофизу вопросы. Вот вы его можете прямо так, сломать не очень хорошо. С ним вообще надо аккуратно. Вот эти все бустеры, знаете, пептиды, которые соматолиберины,
Они прям позади, бум, дай мне по жопе ему, поджопник, да, сама терапия, он такой, и вырабатывает там в 10 раз больше, чем может. Это, грубо говоря, я говорю там, Вася, у нас есть, конечно, подъемный кран, но у нас же есть ты, а подъемный кран дорого, да, подъемный кран гормон роста экзогенный. Поэтому вот давай-ка вот ты сам вот это туда занеси, вот эти плиты все, ну дорвись там, сдохни, ну занеси. То же самое самотолиберины делают и всякие бустеры, короче, с нашим организмом. Они пинают свой собственный организм, чтобы вырабатывало гормон роста, тестостерон. Но это нифига не полезно. Вот. А экзогенный гормон роста, он говорит, да дорогой. Ну это приезжает, понятно, там кран дорого арендовать там, да? Сколько там стоит, я не знаю точно, на день, да? Не хотя бы на час, чтобы он поднял, перетащил. Говорит, Вася, вон лопату бери, копай. Нет, мы не будем брать экскаватор для того, чтобы он одним этим раз, потому что дорого. Ты вон зачем нам? Бездуховная, так сказать, техника. Вот у тебя лопата, все, в порядке, работай. Копай асфальт. Вот. Вот так вот. Так, что у нас дальше? Значит, приехал, вот у нас тестостерон. Что сразу будет известно? Говорит, надо сразу же контролировать эстрадиол, потому что он невероятно поползет вверх. Он невероятно поползет вверх. Так. Так. Но нам надо, чтобы он назад уполз. Понятно. Ставим паузу. Я что-то нажал, да? Нет, что с меня там машет тогда? Тогда вот этот фрагмент мы вырежем. Звук пишется, все, время сколько? Ну сейчас вот 10 минут, еще 15, все. Вот это просто обрежем. Эстрадиол. Что нам с ним нужно сделать? Нужно его понизить. Да? А в принципе можно не вырезать. Все, нормально. Зачем вот эти сдвиги? Мы работаем в реальном режиме, да? Все. Все понятно. Так что, Диман, ничего не вырезай. Вот. Эстрадиол. Я уже 100 раз сказал, да? Короче, все. Эстрадиол. Смотрите, тестостерон пошел вверх. Грубо говоря, мы ставим ампулу через день. 3 ампулы в неделю дают нам уровень тестостерона 250, уже 260 наномоль на литр. Я не знаю, как наномоль на литр пишется, ну там наномоль, это понятно, литр там вот такое. 250-260. Это много. То есть это реально много, да? Вот. Что происходит дальше? А эстрадиол думает, тестостерона сколько. Небольшая батарейка закончилась на звуке. Так, но как бы науку это только закаляет. Пошел, в общем, 250-260 тестов, 3 ампулы в неделю. А если мы говорим через день, ну, их 4 будет, ну, 300 его там будет, 350 этого тестостерона. Сколько будет эстрадиола? А особенно у человека, вот новичка, да, как Флиникин, да, новичок. Вот сколько у него будет эстрадиола? Много. Ну, будет много, его просто, потому что организм еще не приучен к тестостерону, он прям ароматизирует его, как бы, вот это вот в эстрадиол. По самой мам не горюй. Соответственно, там он может по 1000 вообще прыгнуть. 700, там это 600, это нормальные понятия. Это много. И мы чувствуем себя разбитыми и усталыми всегда. То есть эстрадиол вот высокий на тестостероне. Тут начинаются интересные процессы, когда он высасывает всю нашу жизненную силу на анаболические процессы. Это раз. То есть такие, что-то нам обещали какую-то живость, а мы какие-то убитые. Высокий эстрадиол. После первого же укола сразу же закидываем таблетку анастрозола. Сразу же, не ждем ничего. Даже 1 ампулу сразу закидываем. Потому что от 1 ампулы пик, я не знаю, вот будет там
100, да, ну 80 там, 90, ну пусть даже 120 тестостерон, там бабах 500 эстрадиол. Че такое вообще? Куда? Он думает, что-то какой-то я вообще никакой. И сразу говорит, что-то у меня либидо меньше, и туда-сюда. Это вот эстрадиольчик. Тоже на это влияет. И как-то вот вообще такое. Сразу же анастрозол, вообще не думая. Выключить мозг и не думать, анастрозол сразу же есть. По таблетке в день уже, то есть на курс тестостерона по таблетке в день. Пролактин. Вообще, пролактин от ЛГ зависит по принципу как обратной связи. Опять техническая заминка, но ничего. Безрукие техники абсолютно. Вот этот персонал. Вообще никому ничего доверять нельзя. Ой, ладно. Уж работаем с теми, кто есть. Так. По обратной связи, да, ЛГ и пролактин. Ну и что? ЛГ у нас пошло вниз. Я говорю, с чего? Тестостерон не обладает прогестогенной активностью. Он не повышает ни прогестерон, не заставляет его повышать пролактин, ни прямо не повышает пролактин. Говорит, а Саня, я тут вот тесты пошел, у меня гинекомастия. Это, наверное, тестрадиол. Не бывает эстрадиола вагина. Прямо берешь, приходишь себе вот на лоб, прям вот татуировку делаешь, не бывает эстрадиола вагина. Никогда. То есть гинекомастия — это женские сиськи только вот отсюда только. Так. Он может подняться посредственно, потому что упадет ЛГ, и он вырастет чуть-чуть. Ну, если он 400, но он на полтинник может вырасти. Или если он высокий, так. Это достаточно будет. Просто для того, чтобы у вас... Что начали делать? Тестикулы начинают уменьшаться. На тестостероне они до конца в изюм у вас никогда не превратятся. Это вот от пролактина прямо зависит. То есть, ну, на надролоне такое бывает, да? Они бывают то вверх, то вниз. От уровня этого. То есть они то увеличатся, то уменьшатся. Процентов 30, наверное, там, как амплитуда, да? Но нам это вообще не надо ничего. Ну, то есть мы просто едим кабергалин по таблетке в неделю, да? И все, у нас пролактин низкий, нам это вообще не интересно. Нам вот эти закономерности становятся просто неинтересны. Мы просто берем и едим анастрозол по таблетке раз в неделю, раз в день, не путать. Будете есть раз в неделю, да? Вот сразу же после укола. И все. И не думаем об этих ароматизациях, вот этих закономерностях. Все. То есть у вас одновременно вот к нему прям включается курс. Прямо сразу же. Анастрозол. Кстати, вот врачи, фармацевты там в аптеках, они, эти, глаза круглые делают, когда им говорят про этот препарат. Они говорят, не знаю, что такое. У него в описании написано противоопухолевое, да? Ну, типа для женщин. Как раз то, что анастрозол, там снижает все дела. Но они даже не знают, откуда заказать. В аптеках Москвы, в Питере в наличии ты можешь как-то еще найти. Но, в принципе, вот, даже в областных центрах вы его не купите. Значит, не потому, что он там запрещен или чего-то, или там строго рецептурный, нет. Просто вот не купите и все. Значит, кабергалин купите. Анастрозол любой, то есть действующее вещество анастрозол, 1 мг таблетка. Есть, допустим, этот аромазин, эксимин, какое-то вот действующее вещество, я же не помню, называется. Не помню, короче. Другое действующее вещество. Литрозол, у него другое действующее вещество. Вот не путать. Исследования все, которые проводились, вот я говорю, что все будет не то, что хорошо, все будет отлично. Да? Вот, на основе настрозола. Он точно работает, все как надо. Мне скидывали выкладку, кто делал эстрадиол, снижал с помощью аромазина, у него эстрадиол высокий. То ли он его мало ел, то ли что. Ну, на настрозоле всегда хорошо. Если есть, то хорошо, вот все. Как говорится, нафига козе там, бейсболка, да? Нафига там козе баян, она и так веселая, да? Вот у нас есть вот и баян, все, точнее, она и так веселая, и не надо ей ничего другого. Анастрозол и кабергалин сразу же. Иначе все, жопа. Ничего вы от курсов хорошего не получите. Будете жирные, залитые, заспанные, постоянно какие-то отекшие, медленные, туповатые кочки. Да? Вот. Это ваша участь без этих двух гормонов.
Все, то есть с этим сразу же вот это. То есть говоришь мне, короче, второе блюдо, вот, и сразу компот. Без компота нельзя, вот это. Ну, наверное, к концу уже мы подходим. Это краткая такая, я объясняю такие вот закономерности, прямо детские, которые вот, ну, на пальцах, их все знают, но как бы их надо как бы вот обозначить, да, в нормальном сюжете. Это только по тестостерону. По сертифицированному тестостерону. Если там купили в аптеке Узбекистана тестостерон, я не гарантирую, потому что там, ну, вот, допустим, у нас в Российской Федерации очень строгая лекарственная сеть, прямо сертифицирована, тем более социальный товар. Его проверяют 150 миллионов раз. То есть это товар социального потребления. Проходил пересертификацию в 13-м. Так, в 13-м? Да, в 13-м году. То есть у него, когда заменили деканат, то есть капронат у него был последний деканат, он ставил вровень с устанону. Все. Отличная вещь. Европейское сырье, европейский завод. Все чудесно. Потому что там другие стандарты качества, все вот с этим отлично. Главное — социальное потребление. И главное, что цена у меня все-таки ограничена. На черном рынке сколько сейчас стоит тут? Тем более некачественные вот эти все контрафакты. Вы знаете, как возят, допустим, этот? Как British Dragon историю рассказывали, масло, короче, завозили, да? Разливали по баночкам. Короче, оно в стекле должно храниться, это масло. А там по баночкам, ну, во флаконы заливали там 10-кубовые, да, или 20 кубов даже, с резиновой крышкой. Оно не должно с резиновой крышкой быть, там стекло должно быть. Но это другой момент. Их прямо, короче, вот в Таиланде делали, да, а из Китая уже готовое сырье, вот готовое масло, вот масло в 25-литровых пластиковых канистрах прям завозили, короче, вот, да, вот так вот, там может что, там насекомые могут, пыль там какой-нибудь там дед Люкенг там в них ноги мыл, короче, а потом это разливать на баночки, и вы все это колите внутримышечно. О, подумаю, что-то у меня абсцесс, что-то у меня тут не то, короче. Вот это поэтому. Степень очистки считается там ругательным словом. Понимаете, да? Какие-то проценты там высчитывают, все. Там пришли в ведре прям, оп, и оттуда давай набирать во флакончике. А потом это высылают. Наклеечку там красивую клеят, криво. Ну, вот так. Это черный рынок. Так. Причем я не знаю, из чего там тестостерон еще сырье, из чего делается. Из протухших яиц тестикул этих быков, короче, да? Как-нибудь. Ну, такого формата. Какого качества сырье, а не то, что его перевозят. Так. Что там другой эфир, может быть, там самый дешевый, пропионат какой-нибудь положит или нантату, ну, с устаном там не будет. Ну, дело такое, короче. Значит, лучше туда не соваться. Это как вот вы купили бы инсулин, да, в аптеке, думаете, а рабочий он или нет? А там вода, короче, вместо инсулина. Ладно, еще какая-нибудь антибактериальная. А то вы еще абсцесс есть заработаете, да, и сдохнете, потому что у вас чего? Гипергликемия. Нормально. А рабочие антибиотики или нет? Ну, вы это представьте, в здравом уме человек будет рассуждать. А про фармакологию рассуждает. Потому что настолько вбито в голову этим черным рынком. То есть вот, ну, лекарственные средства покупаются в личном месте в аптеках. Все. В Европе, допустим, если нантат, там в аптеках, да, все, стоит ампула 10-12 евро. А у нас стоит 690, ну сейчас 650-700 рублей пачка, 5 ампул. Да? Нет, у нас есть эргономский голландский сустанон, тоже в аптеках. Он так и стоит 10-12 евро. Как у нас, так только у нас на евро вот, с курсом пересчитывается, да? А потому что вот одно и то же, вообще одно и то же, просто товар социальный. Все. И у этих, у барыг, у них просто постоянный на полную мощность кипятильник в заднице, когда вот про домнадрен говорят. Ну, потому что ну, все, время уходит. А там сверхприбыли. Так, здесь все рассказал, вроде бы. Вроде так. Давайте мы на этом потихонечку будем заканчивать. Выкладка, я говорю, анализы было, ну, примерно где-то по 500 человек точно. То есть это за полгода те, которые я проводил консультации, мне присылали анализы, кто просто анализы присылает, это выкладки делались. В черном капюшоне массу проводили выкладок на закономерностях, причем на одном препарате. Что, куда, где и почему. Вот. В принципе, все. Здесь как бы информацию я выложил вам. Первая такая
выкладка научно-любительская, научно-популярная, то сколько пищи для размышлений. Такого вот вы в одном месте нигде не найдете. Ну, херню вам будут говорить, не слушайте ничего. То есть для образовательного учреждения черный капюшон. С вами был Тихомиров Александр. До новых встреч. Ешьте правильные таблетки вовремя. Самое главное, да? И покупайте их только в аптеке. Сами. Спасибо, до новых встреч.